Всем привет, дорогие друзья! Давно с вами не виделись, и вот наконец у нас появился долгожданный контент по новой серии Metal Family, который можно с вами хоть немного наконец обсудить. Да и кабы что, но вышел самый настоящий, полноценный трейлер по 7 серии. Мы уже с самого начала знали, что вот этот эпизод будет один из самых длинных в сериале по хронометражу и по производству. По хронометражу она превышает 30 минут, а количество сцен переваливается 450. И после трейлера становится понятно, почему так произошло, с учетом того, сколько событий происходит в одном только трейлере, который за 1 минуту раскрыл все и одновременно ничего. Значит, трейлер уже хороший, потому что не пересказал всю серию, а только подогрел интерес у наших дорогих зрителей. И еще какой темой-то? Отношения Вики и Глэма. Да? Помните, да, как они переломали друг другу ноги, руки, столкнувшись с байком Виктории? Но при этом нам не рассказали, с какими трудностями столкнулись они во время отношений. Ну и еще основная сюжетная линия Бага, как он ворчит и ноет, потому что, какой-то маньяк-фэмбой украл сердце его предположительной возлюбленной. И это не шутка, с учетом того, что нам известно еще с музыкального клипа, что Баг лез к ней целоваться. А в официальных скетчах с его участием он всегда одиноко и грустно смотрит на отношения Вики и Глэма. И еще данная теория подкрепляется тем фактом, что у Виктории и у Бага, по сути, одна и та же татушка, как это показывает один скетч официальный. И многие фанаты предполагают, что по центру, ниже черепа, нарисовано сердечко, но мы точно не уверены, насколько это правдиво, поэтому только можно гадать. Не это ли трагичная невзаимная любовь? Бедный Баг в таком случае на самом-то деле, и сны его переживания. Все-таки, если по-настоящему ценишь человека, то вряд ли доверил бы этому человеку тусоваться с улыбашкой и джентльменом, который помимо того, что гнался за ней по пятам, в конце концов еще стал причиной ужасного ДТП, где они оба могли погибнуть. Хотя, может, Баг и не будет простым страдальцем и решится на коварство, с учетом того, что серия называется «Подстава». Можно смело предположить, что Баг, ревнующий Викторию к Глэму, вполне вероятно подставил возлюбленного блондина, из-за чего Вики, может, в нем разочаровалась, или у нее возникли иного рода преграды к согласию на предложение Глэма. Из-за чего Швагенвагенс будет всю серию, возможно, выяснять причину, по которой Вики его отшивает и не соглашается выйти за него замуж. Хотя, может быть, вины Бага и нет, и Вики просто не готова создавать семью, и у нее свои сомнения насчет, может быть, себя, или просто не особо доверие к Глэму. Что ж, посмотрим, что будет в конце серии, не смогли ли они решить эти проблемы, потому что, нам интересно, пожалуйста, расскажите поскорее. Потому что мы знаем спойлер, да, насколько они смогли решить эти проблемы, что же 2 детей родили. Помимо прочего, еще мы можем заметить новых персонажей, особенно вот этого бородатого мужичка, которого Алина в своем телеграм-канале недавно выставляла. Есть ощущение, что будто он, возможно, играет немаловажную роль, но опять-таки это лишь теория. Может быть, он просто дядя, либо просто байкер рандомный, кто знает, либо наемный убийца, которого заказал влюбленный Баг. Быть может, он кто угодно, но все же правду мы узнаем только тогда, когда серия выйдет. Из интересного также у нас есть сцена, где Вики в магазине белья, где Вики целует Глэма, еще Глэм, походу, рок-серенад там устраивает рядом с Викторией, потом какая-то банда с оружием, и я предполагаю, что они друзья Бага, и, возможно, как-то он их сгруппировал, чтобы они помогли ему отомстить Глэму за Викторию, но определенным образом этого не произойдет. Глэма кто-то защитит, либо Викторию, либо тот дядька, которого мы считали наемным убийцей только 5 секунд тому назад. В общем, видно, что серия обещает быть динамичной и интересной. К сожалению, мало видели Чеса, но он там определенным образом появится. Вот был один кадр с ним. И мне кажется, что там будет буквально все. Буквально все. И драма, и романтика, и любовь одна сплошная. И, конечно же, трудности, которые наши главные герои будут пытаться пройти с силой дружбы и добра, я не знаю. Все-таки не зря авторы почти 8 месяцев над этим потели, так что будем ожидать реально годного сюжета. И наша задача поддержать ребят. И, как говорится, будем
следить за новостями и когда что выйдет. И перед тем, как закончить данный видеоролик, хочу сообщить очень важную новость, что я сейчас работаю над очень сложным роликом по Metal Family, который я, кстати говоря, обещал еще 1000 лет тому назад. И, в общем, я до сих пор над ним работаю, до сих пор его монтирую, я не знаю, почему я не могу его выпустить до сих пор. Он должен был выйти намного раньше, даже чем этот ролик. Не получается его закончить нормально. В следующем году он выйдет, поэтому подписывайтесь. И все-таки тема там и довольно-таки интересная, она будет про Ди и про его связь с маньяком. Может объяснить причину, по которой Ди так спокойно ходит по ночам, не беспокоясь, что по городу шастает преступник. Поэтому, если вас интересует эта тема, ставьте лайк обязательно, чтобы продвигать ролики вперед. В общем, ну и давайте, как говорится, встречать 2026 с новой серией по Metal Family.